Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу очень стильную и необычную сумочку из принтированной трикотажной пряжи. У меня пряжа Бисквит. Цвет моего принта бамбук. Характеристики пряжи: 100% хлопок, на 100 метров нити 330 грамм, толщина нити 7 миллиметров. Я остановилась на размере крючка номер 6. Также приготовила кожаную фурнитуру. Это кнопка застежка, ремень 120 сантиметров с боковыми креплениями. Вы можете выполнить изделие как с использованием дополнительной фурнитуры, так и обойтись внутренней кнопкой и вязаным ремнем из той же самой пряжи, на ваше усмотрение. Но контрастная фурнитура смотрится очень стильно и дорого. Форма сумочки достаточно необычная, поэтому по ходу видео постараюсь подробно рассказать и показать моменты провязывания. Все необходимые ссылки, а также ссылку на продавца-производителя необходимых материалов и инструментов оставляю под этим роликом в описании. Туда же добавляю свой промокод на скидку для приобретения необходимого. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. Для получения ровных, одинаковых и аккуратных петель в полотне я буду подматывать моток пряжи с опоры, для того, чтобы нить не перекручивалась и было проще вязать. Итак, сейчас мне необходимо создать цепочку из воздушных петель. Мне потребуется 13 воздушных петель для того, чтобы образовалось 12 точек для провязывания. Первая: подача нити скруткой вверх, все время контролирую этот момент. Второй, третий и так далее. Теперь вытягиваю последнюю петлю чуть больше, чем обычно, пропускаю 13 стежок, заднюю перемычку, вставляю крючок в следующую точку для провязывания. Напоминаю, таких точек у меня 12. И продолжаю вязать соединительные петли в обратном направлении. Стараюсь сохранять одну и ту же плотность вязания, чтобы не затянуть один из краев. Основание готово. Распускаю узелок начала, подтягиваю нить. Теперь провязываю одну воздушную петлю, подъем на новый ряд. Это начало ряда после провязывания основания. Нахожу точку, в которую выходит нить начала, и туда провязываю столбик без накида, контролируя подачу нити. Один, и сюда же в эту точку второй. Тем самым выхожу на вязание противоположной части. Теперь вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. У меня образовалась косичка из лицевых петель по одной и по другой стороне. Вставляю за обе дужки и провязываю столбики без накида в одну точку, один столбик. Ввязываю край начала в полотно. Здесь на повороте нахожу кромочную косу, которая смотрит ровно в сторону. И в эту точку провязываю 3 столбика без накида для плавного поворота. Далее продолжаю за обе дужки кромочной косы провязывать по одному столбику в одну точку до конца этого ряда. Я довязала до последней точки ряда. Ряд начинался с добавления. Я в одну точку вывязывала 2 столбика. Теперь в последнюю точку я провязываю также 2 столбика без накида.
тем самым уравнивая количество добавлений. То есть с одной стороны у меня добавлено 2 петли, и с другой стороны добавлено 2 петли. Я здесь провязывала в одну точку 3, добавляя 2 петли. Теперь делаю соединение ряда. С первой кромочной косой ряда увожу рабочую петлю в нее наизнанку. Мне очень нравится способ соединения узелком. То есть я вытягиваю петлю до необходимого размера и продеваю все вязание в эту петлю, после чего петлю затягиваю. Такой способ не подойдет для новичка, потому что если придется распускать полотно, образовавшиеся узелки будут усложнять эту процедуру. Я не затягиваю узелок сильно, просто фиксирую для того, чтобы плотность полотна в месте узелка у меня не менялась по сравнению с остальной плотностью вязания. Выхожу на следующий ряд, это второй ряд донышка. Я вставляю крючок в раскол, контролирую, чтобы крючок и вошел в центр галочки, и вышел в центре галочки с изнанки. Подхватываю петлю, провязываю первый столбик. Далее поочередно в одну точку 1 столбик. В раскол контролирую вхождение-выхождение крючка и контролирую подачу нити. Вяжу до поворота. Далее у меня 3 петли вывязаны с одной точки, и в каждую из этих петель я провязываю по 2 столбика в раскол. Тем самым добавляю еще 3 столбика. Вообще в овале у меня 6 добавлений в круг, 3 с одной и 3 с другой стороны. Первое добавление провязано, второе и последнее, третье, завершает поворот. Первый столбик в одну точку и второй столбик в одну точку. Готово. Далее вяжу 1 столбик в одну точку в раскол до окончания ряда. На повороте в конце ряда точно так же у меня здесь 2 петли в одну точку, и последняя точка добавления та, из которой провязана первая петля ряда. Итак, в следующую точку я провязываю 2 столбика в раскол, первый, второй. Следующее добавление то же самое, 2 столбика в раскол. И последнее добавление — это столбик в ту точку, из которой уже выходит столбик этого ряда. Делаю соединение рядов тем же самым способом. Повторюсь, вы можете выбрать любой способ соединения рядов, который вам удобен. Продеваю в вытянутую петлю все вязание и подтягиваю нить. Готово. Третий ряд. В третьем ряду точно так же 3 добавления с одной, 3 добавления с другой стороны. Вывожу первый столбик ряда, вяжу 1 столбик в одну точку. На первом повороте третьего ряда я чередую добавления. Здесь 3 добавления подряд в прошлом ряду. Первую петлю из добавленных я провязываю 2 в одну точку. Далее петля без добавления, то есть одно провязывание в точку. Далее снова 2 столбика в одну точку. Так, с каждым последующим рядом расстояние между добавлениями будет увеличиваться на 1 петлю. Снова одинарное и последнее добавление в этом повороте.
Так вяжу до конца ряда. Соответственно, с этой стороны тоже чередую, вывязывая 3 добавки. И заканчиваю ряд тем же способом. Четвертый ряд донышка у меня последний. Я также вяжу столбики до первого поворота. Далее делаю добавление, но в последнем ряду дна я добавляю не 3 петли с каждой стороны, а только по 2. Это подготовка к переходу к стенкам. Добавки буду провязывать в одиночные петли прошлого ряда, которые находятся наиболее близко к центральной части. Обращаю внимание, добавка одиночная, добавка одиночная, добавка. Вот в 2 одиночные с этой стороны я провяжу по 2 петли в одну точку. Точно так же здесь 2 одиночные, в эти точки я провяжу по 2 петли в одну точку. Таким образом, по овалу получится 4 добавления в круг. Вяжу до конца ряда. 4 ряда провязано. У меня в круг 46 кромочных петель. Обратите внимание, это первая. И соединение это последнее. Если пересчитать все, получается 46. Сейчас хорошенько отпариваю свою заготовку с помощью утюга с паром и хлопчатобумажной ткани, не прижимая очень сильно. После того, как донышко остыло, я хорошенько потягиваю нить, которая потребуется мне для обвязки. Обвязку я буду совершать более тугими стежками, для того, чтобы у меня получилось дно необходимой формы. Я потянула ниточку, вставляю крючок за обе дужки кромочной косы, вывожу петлю и прохожусь в каждую точку соединительными. Еще раз повторюсь, немножко туже, чем связано все полотно. Плюс нить у меня потянута, а значит она более плотная и не будет деформироваться. Завершается ряд в точке начала. Обратите внимание, форма донышка получилась утопленная по линии центра. Это изнанка, это лицо. Теперь потягиваю нить последний раз очень туго для незаметного соединения рядов обвязки. Вставляю крючок в первую петлю ряда, увожу петлю туда и возвращаю в исходную точку на изнанку. Прокалываю крючком и эту вытянутую петлю увожу туда. Круг замкнулся практически незаметно. Здесь выхожу на вязание уже ряда, который формирует стенки сумки, стенки изделия. И мне необходимо, минуя косу обвязки, это стежки соединительных, которые я провязала более тугими петлями, ставить крючок в раскол предыдущего ряда. То есть, если смотреть с лица, я прокалываю обвязку и вставляю крючок в раскол. Вытягиваю нить, подхватываю ту петлю, которая у меня осталась выведена наизнанку, и формирую первый столбик следующего ряда стенок. Далее то же самое. Я вставляю крючок, минуя обвязку, в раскол прошлого ряда. И так далее до поворота. Провязываю в одну точку один столбик. Здесь на повороте я продолжаю вязать по 3 добавления с одной и с другой стороны. Первое добавление, 3 одиночных, добавление, 3 одиночных и добавление. Начинаю с логического края,
Вставляю крючок мимо обвязки в раскол и провязываю 2 столбика в эту точку. Таким образом, основание сумки будет в виде бочонка, чего мне необходимо достичь. Далее 1, 2 и 3 одиночные петли. И снова добавление, оно приходится на вершину поворота. В одну точку провязываю 2 столбика. Снова 3 одиночных. Я прокалываю все полотно, как будто обвязки и не существует. 2 и 3. И снова добавление. В одну точку провязываю 2 столбика. Далее вяжу до этого края, здесь делаю то же самое и завершаю ряд. Следующий ряд — это второй ряд стенок, и в нем я сделаю по 2 добавления с каждого края. Добавления придутся на петли центральные между добавлениями прошлого ряда. Смотрите, добавка 1, 2, 3, добавка 1, 2, 3. Вот в эти 1, 2, 3 в каждую вторую провяжу по 2 столбика в одну точку. Сейчас формирую в раскол первый столбик следующего ряда, вяжу до поворота. На повороте делаю 2 добавления относительно центра по обе стороны, симметрично. Провязываю по той стороне. На этом закруглении точно так же делаю 2 добавления в центральные одиночные петли и завершаю ряд. Сейчас изделие имеет непонятную форму, так как стенки вывернуты наизнанку. Но имея в круг на данном этапе уже 56 петель, то есть было 46, я 5, 5, 10 добавила, 56 петель в круг. Я сейчас вяжу 3 ряда подряд без добавлений, для того, чтобы стабилизировать стенки. Стенки выровняются, будут направлены вверх, и сумка приобретет уже необходимые очертания. Я провязала 4 ряда по 56 петель в круг. Вот последнее добавление. 1, 2, 3, 4 ряда навязано сверху. Такую форму сейчас имеет мое донышко. Оно утоплено по центру. Очень необычно и стильно. И сумка имеет немножко пузатую форму по краям. Глубина изделия сейчас 8 сантиметров. С этого ряда я буду делать убавление, провязывать по 2 петли вместе друг напротив друга в хаотичном порядке. Начинаю ряд с текущей петли. Первая петля, далее в раскол до центральной части. У меня четное количество петель, и таким образом я провяжу 2 петли вместе с одной и ровно напротив 2 петли вместе с другой стороны. Следующим образом в раскол первая петля, не провязываю, вторая петля и провязываю их вместе. Готово первое убавление. Продолжаю до противоположной стороны. Что важно, здесь при обвязке дна я имела 46 петель, потом первыми 2 рядами добавила 10 петель, получила 56. Вот сейчас эти 10 петель по бокам мне надо до верха убавить.
Я буду вязать убавки в каждом 4-м ряду. Сейчас ряд с убавлениями, убавляю 2 петли. Далее 3 ряда без убавлений и добавлений. И снова будет ряд, где я убавлю по обе стороны 2 петли. В этом ряду у меня 26 петель между убавлениями. Здесь снова провязано 2 петли в раскол вместе, они друг напротив друга. Обращаю ваше внимание, добавления буду делать в каждом 4-м ряду через 3 ряда без добавлений и убавлений и в хаотичном порядке. То есть если здесь сейчас у меня убавка, в следующий раз буду делать в стороне 3 петли в сторону и в противоположной точке. Далее 3 петли в эту сторону от центра и в противоположной точке. Не делаю убавления на лицевой части сумки. Здесь и здесь, только в пределах закругления. Итак, вяжу ряд за рядом. В каждом 4-м ряду провязываю по 2 убавки. В хаотичном порядке. Помечая их маркерами, будет удобно ориентироваться, чтобы не сделать их слишком близко друг к другу, иначе по полотну это будет заметно и бросаться в глаза. Продолжаю вязать необходимую глубину. Сейчас я вяжу 4-й ряд, то есть 1, 2, 3 ряда без убавок. В 4-м я сделала убавление в стороне от предыдущего убавления, и у меня заканчивается нить. Сейчас я незаметно буду вводить новый клубок пряжи. Провязываю столбик в раскол, оставляя эту нить, и уже завершаю его новой нитью, тоже с небольшим запасом. Подтягиваю оба края нити и пускаю их для ввязывания в полотно. Так они прячутся, не будет уплотнения, видимых узелков и не нужно сшивать. Продолжаю вязать в этом ряду убавления через 25 петель. Здесь я уже пометила место убавки. Сейчас у меня провязано 22 ряда, у меня будет последний 23 ряд. Как и говорила, сделала 1, 2, 3, 4 убавления на закруглении с одной и с другой стороны. И 5-е наметила, так как после последнего убавления 1, 2, 3 ряда у меня уже провязано. Выхожу на вязание последнего ряда и делаю убавление с каждой стороны по центру, где будет крепиться ремень. Через 22 петли получается убавление в последнем 23-м ряду. И таким образом я вернулась к 46 петлям по кругу. Провязан последний столбик, отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю. И теперь делаю незаметное соединение. Вставляю крючок в первую кромочную косу, увожу нить наизнанку и возвращаю в исходный стежок, тоже уводя наизнанку. Далее можно спрятать по изнанке и подшить. Я уже пришила застежку и решила не пришивать боковые крепления, а сразу накрепить ремень с одной и точно так же с другой стороны. Также я уже пришила бирку. Это квадратный кожаный логотип в тон фурнитуре. Завершил образ изделия и добавил изюминку. Очень стильно и красиво. Такие бирки с любым изображением и вашим текстом вы можете заказать, используя мой промокод «Напряжа Центр». Изделие получилось компактное и очень вместительное за счет необычного, более широкого дна и узкого верха. Объем изделия составляет порядка 70 сантиметров.
Размер по верхней более узкой части 23-24 сантиметра. И глубина моей сумочки 25 сантиметров. Стильное, удобное решение на лето или демисезонная модель. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!